Всем привет! Вы на канале Красота и Бисер. Сегодня я предлагаю вашему вниманию интересный комплект «Магический квадрат». Смотрите, оригинально смотрятся и сережки, и также выполнен кулон. Два квадратика плетутся отдельно или можно вместе. Но я показывала в видео отдельно и соединяла их вместе для того, чтобы было более понятно. Хорошо все вместе сочетается и подчеркивается золотым бисером. Но кто любит и заинтересован, я попробовала сделать с серебристым бисером. Тоже оригинально смотрится. Смотрите, как квадратики и грани ложатся вместе, и с любой стороны это украшение будет иметь хороший лицевой вид. Нет изнанки, видите? И также можно ничего не вставлять, а сделать просто чисто белые. Вот, смотрите, здесь у меня, правда, рис немного меньше на миллиметр, но тоже красиво смотрится. Так что, если вы захотите, можно сделать себе такое украшение. Цепочку я сплела, как мы делали в украшении бантики. Единственное, для разнообразия я сюда поставила через два звена звено золотыми бисеринами. И, на мой взгляд, это сочетается с кулоном и украшает саму цепочку. Ее можно сделать и золотой, и чисто белой, и вставлять в петельку, которая выходит из кулона. Также можно сделать шнурочек просто и вставлять для украшения. Так что, если вам нравится, присоединяйтесь и выполним это украшение. Нужны будут бусины рис 7 мм, бисер 2 мм, белый перламутровый и бисер золотой. Я беру нить где-то полметра, на каждый конец одеваю иглу и набираю 4 белых перламутровых бисерины. Провожу эти бисерины на середину нити, замыкаю их в колечко и получается крестик. На одну иголочку набираем золотая, бусина рис, золотая и белая перламутровая. А на вторую набираем золотая, бусина рис и золотая. И в белой перламутровой перекрещиваем иголочки. Теперь мы делаем крестик. На одну иголочку набираем 2 белые бисеринки перламутровые и на вторую 1. И там, где 2, перекрещиваем иглы. Вот одна сторона у нас готова. Теперь, чтобы сделать вторую сторону, нам нужно поменять вершину. То есть, если четырехугольник будет идти в эту сторону, значит, у нас центральной вершиной будет боковое звено последнего крестика. Поэтому я прохожу иглой из нынешней вершины в соседнюю. Вот так. А второй иглой даю круг по этому крестику и выхожу тоже в эту же боковую вершину. Вот так, для того, чтобы из этой бисерины выходили нити в 2 стороны. И снова также набираем золотая, рисинка, золотая и беленькая. И на вторую иглу золотая, рисинка и золотая. И в белой снова перекрещиваем иголочки. Из этой бисерины делаем крестик. Набираем на одну 2 бисеринки и на вторую 1.
И там, где 2, в последней перекрещиваем иголочки. И вторая сторона у нас тоже готова. Теперь снова меняем вершину нашего крестика. Одной иглой мы даем круг и выходим в боковую бисеринку, в боковую. И второй иголочкой также проходим в эту же бисеринку. И у нас снова 2 иглы выходят в разные стороны уже с новой вершины. И третья сторона у нас также мы набираем тот же набор на обе иглы и снова перекрещиваем в беленькой бисеринке. И у нас получается еще одна сторона. Делаем крестик и получаем третью сторону. И последняя, 4-я сторона квадрата. Мы также выходим в нижнюю вершину последнего крестика и набираем золотая, бусина рис, золотая на одну иглу и также на вторую. Но теперь не берем белую бисеринку, а соединяем с первым крестиком, с нижней его вершиной, перекрещиваем иголочки, подтягиваем, и у нас есть элемент. Теперь проходим в эту вершину обоими иглами. Одну иглу мы просто проводим, а второй делаем круг. Вывели обе нити в боковую сторону, и так как наше украшение объемное, нам нужен еще один такой же квадрат. Когда мы сделали его, можно их соединять вместе. Нужно на каждую иглу набрать по одной белой бисерине и перекрестить эти иглы в такой же боковой вершине другого крестика. И таким образом 2 квадрата соединяются к вместе крестиком. И дальше нам нужно пройти одной иглой, которая смотрит вправо, по этому новому крестику, по боковым сторонам, в эту боковую вершину нового крестика. А вторую иголочку, как мы делали перед этим, сразу прохожу в эту бисерину. И дальше продолжаем соединять квадраты. Теперь из этой вершины мы захватываем золотую бисеринку, рис одного квадрата одной иглой. И золотую бисеринку, рис и золотую бисеринку другого квадрата. На любую иглу одеваем одну белую бисерину и перекрещиваем в ней иголочки для нового крестика. Подтягиваем ниточки. И у нас получается новая вершина для следующего крестика. Теперь одной иглой проходим в боковую вершину одного квадрата, а другой иглой проходим в такую же вершину другого квадрата. И снова набираем одну бисеринку и перекрещиваем в ней иголочки.
у нас получается новый крестик уже с другой стороны нашего объемного квадрата. Теперь дальше продолжаем. Каждой иглой мы проходим золотая бисерина, бусина рис и золотая одного квадрата и также другого. И делаем следующий соединительный крестик. Видите, у нас хорошо видно, что мы теперь будем соединять вот эти две боковые вершины. Нам нужно для этого крестика сделать вершину вверху и внизу. Поэтому мы на одну иглу набираем белую бисеринку и вторую иголочку в ней перекрещиваем. И дальше каждой иглой проходим по нужной нам вершине квадратов. Одной иголочкой и второй. И набираем на иглу белую бисеринку. И также в ней перекрещиваем иголочки. Снова получился соединительный крестик этой стороны. Видите, у нас уже две стороны соединены. И также делаем обе стороны. И последняя грань, последний крестик сделан. У нас два квадрата соединены вместе. И на каждой грани, если ее рассматривать, получается по два крестика вверху и внизу. И вот нити выходят из последнего крестика верхней его вершины. Можно теперь из этого квадрата двойного сделать или сережки, или кулончик. Например, чтобы сделать кулончик, я на одну нить набираю 12 золотых бисерин и прохожу этой же иголочкой в эту вершину с другой стороны. Вот так. Подтягиваю эти бисерины все, и у нас получается петелька для цепочки. Второй иглой пройдусь по этой петельке еще раз, и затем можно пройтись по граням, по бисеринам, завязать узелочки и обрезать ниточки. Кулончик готов. Ниточки я затянула и обрезала. Можно переходить к сережкам. Я одну сережку сделала, также сделала двойной квадрат, соединила вместе два квадратика и прикрепила к последней бисерине швензу. Но здесь есть один нюанс. Например, вот я сделала для второй сережки двойной квадрат, и игла у меня выходит из верхней вершины последнего крестика, но она смотрит на нас, и если мы прикрепим швензу, она будет вот так, сережка, смотреться, а нам нужно, чтобы она была лицом к нам. Поэтому для того, чтобы развернуть швензу, я на каждую иголочку одеваю по одной золотой бисерине на одну иглу и на вторую. И теперь обе иглы провожу через одну золотую бисерину одновременно. Вот так. И вот когда мы потянем это все, у нас эта бисерина позволяет нам повернуть петельку для швензы в нужную нам сторону. Видите? И теперь можно набирать 2 золотые бисерины, швензу и снова 2 золотые бисерины.
И проходим, если у нас эта игла, в эту же бисерину, из которой у нас выходит нить, и закрепляем шивензу. И таким образом петелька у нас есть, и сережка смотрит в нужную нам сторону. И второй иглой пройдем по этой петельке, вернемся в бисеринку. Затем иголочки проводим по квадрату, завязываем узелки и обрезаем ниточки. И сережки тоже будут готовы. Цепочку для кулона я сплела на 2 бисерины, как мы плели в бантиках. Только для разнообразия я между белыми поставила золотые бисеринки. И застежка у меня закручивающаяся, но она без петелек. Поэтому для того, чтобы ее прикрепить, она очень аккуратно сюда подходит. Видите, сразу после нее идут бисеринки. Я беру ниточку на иглу и на конце этой иголочки завязываю 3, 4, 5 узелков, чтобы получился крупный узелок. И теперь ниточку обрежу рядом возле этого узелочка. Берем вторую часть застежки и проходим этим узелочком с внутренней стороны, где у нас закручивается, и выводим иголочку в отверстие с другой стороны. Подтягиваем и хорошо затягиваем узелок в середину самой застежки. И у нас застежка готова, и хорошо будет держаться мононить. И теперь, чтобы начать цепочку, я для начала набираю 1 золотую, 2 белых и 1 золотую. Замыкаю колечко. Прохожу в золотую возле самой застежки. И у нас 2 золотых бисеринки ложатся возле самой застежки. Теперь поднимаемся мы на 1 бисеринку. И дальше, чтобы было как вторая сторона, то, что я уже сделала, набираем 2 и опускаемся в 1. Первый раз я опускалась сразу в 2 золотые. Подтягиваем и поднимаемся снова по всем этим бисеринкам, чтобы начало хорошо закрепить. И дальше набираю 2 золотые бисерины, опускаюсь в 1 белую. И поднимаюсь теперь в белую и золотую. То есть на 1 опускаюсь, на 2 поднимаюсь. И так дальше плету 2 белых, 2 золотых. Я закончила цепочку, соединила аккуратно 2 части вместе, и получилось красивое украшение, кулон с цепочкой. И дополняет это украшение сережки. Благодарю вас за просмотр и до встречи в новом видео.